Добрый день, дорогой зритель. Ты на канале Гримера, и я рад приветствовать тебя вновь. Сегодня мы продолжим изучать феноменальные пиксели Vampire Survivors. В прошлой серии, как ты помнишь, мы прокачали немножко усилений, почти полностью прокачали регенерацию здоровья. Что я считаю прям, очень ощутимо должно быть для нас в будущем. Это что такое? На один снаряд больше, все оружие. Вот эту штуку надо будет прокачать. 7000 надо будет накопить. Но это уже потом. Вот, также мы прошли игру, потому что, я не вижу оснований полагать, что мы не прошли ее за клеричи. Достигли, так сказать, максимума, по уровню. Я так понимаю, это был максимальный уровень, наверное, мы набрали, либо продержались максимальное время. Точно сказать не могу, не обратил внимания. Вот, и сегодня, как я и обещал, мы посмотрим на двух новых открывшихся нам персонажей. Это Аркаладонна и Мартача. Вот, посмотрим на них, что они умеют. Также, я думаю, прокачаем следующие способности какие-нибудь там по возможности. И у нас открылась новая локация. Молочный завод. Stage 3. А их всего, я так понимаю, пока что 4, да? Ну окей. Да, выглядит многообещающе. Молочный завод. Какие интересные новые мобы. За интересного нового персонажа. Что там внизу? Что за зеленая стрелочка? Что за зеленая стрелочка? Куда она нас ведет? Я... Неожиданно. Хо. Карта с ловушками. А что там такое? Я понимаю, что я сейчас теряю кучу времени, не прокачиваясь при этом, но блин. Может, стоит как-то более плавно, наверное, двигаться в ту сторону. Давайте будем прокачиваться, потому что, по всей видимости, это далеко. Чарующий жезл? Я думаю, что чарующий жезл хочу, чтобы отстреливать ближайших противников в первую очередь. Ну и на низкоуровневых вот таких вот ребятках удобнее, наверное, прокачиваться с чарующим жезлом. Да, безусловно, приятный урон у огненного жезла, но этой штуки поприятнее. Библия короля. А хочу ли я Библию короля, в принципе? Может, я хочу святую воду? Мне очень сильно понравилась святая вода в прошлый раз. Как таковую полезность креста я не успел оценить. Но у Библии короля очень хорошее отбрасывание. Сложный выбор. Но я думаю, возьмем Библию короля, да, чтобы приближающихся к нам сильно противников убивать. Вот это было неожиданно. То есть... это, наверное, ловушка. Я правильно понимаю? Это, видимо, из-за того, что я наступил на вот эту плиту. По всей видимости, да. Меня очень сильно тревожит, что там за той стрелочкой. А еще хочу сундук. Отдай сундук. Я надеюсь, что это сундук, а не красная... красный опыт. Это даже не красный опыт. Все ясно. Так. Кажется, это был глупый ход, что-то мне подсказывает, пытаться идти туда, на эту зеленую стрелочку. И не знаю просто, как она далеко. И вообще, стоят ли мои вот эти вот потуги того, что я сейчас, той награды, что нас там ждет. В принципе, надеюсь, что стоит. Учитывая, что мы 3-й уровень на 2-й минуте, но это как бы плохо. Потому что враги привязаны к минутам, насколько я понимаю, в этой игре. Взять еще больше регенерации или усилить урон? Я предлагаю усилить урон, чтобы... Ой-ой-ой. Хороший урон стал, к слову. А я не помню, какой у него изначальный бонус. Изначальный бонус у него... По-моему, увеличена скорость снаряда. Или что-то вроде того. Но это не точно. Так. Проверяем. Теорию. Да. Эти ребятки появляются, если мы наступаем на штучку на полу. Окей.
У меня начинает создаваться ощущение, что там ничего нет. И что как бы я могу бесконечно туда идти. Но что будет, если я все-таки дойду? Мне слишком интересно. Так, окей, эти трубы не проходимые. Это было жадно, наверное, очень, но я должен был это сделать. Ой-ой-ой. Неожиданный забор. Медузы? Какие? Что? Какие нахрен медузы были? Так, ладно, мы умерли. Что-то мне подсказывает, что не стоит туда идти сразу. Мне кажется, что, да, еще раз попробуем за арку. У него время отката оружия на 5% уменьшено. Это хорошо. Вот, я думаю, что стоит смещаться в ту сторону постепенно. Да. Давай рунтрасер возьмем для большего АОЕ урона, потому что как такового урона по пачкам у нас нету с нашего Fire Wand, вот этого вот, дробными шарами стреляет. Да, там сильный урон, и вроде как даже по 3 целям он может стрелять, но он не такой сильный, как может быть. Библия хорошо откидывает, но рунтрасер, наверное. Возьмем Библию. Возьмем, пожалуй, Библию. Да, пойдем по заветам прошлого захода, где мы собрали, я считаю, очень хороший билд. В принципе, если мы сейчас соберем плюс-минус все то же самое, но за исключением того, что у нас получается... Ух ты! За исключением того, что у нас получится замена бумеранга на рунтрайсер в таком случае. Пентаграмм. И как часто она это делает? Это теперь у меня в слоте. Ну, то есть, типа... У этого есть какой-то откат, там, не знаю, к примеру. Окей, а вот сейчас они появились без наступания на плиту. И как это вообще понимать? Что произошло? И как работает пентаграмма, мне очень интересно. Потому что, ну... Она прокачивается. Ну, то есть, теоретически, теперь я могу лутать ее из сундуков. Да, такой, как задел на будущее. Ну и с левелапов, конечно же, да. Получается неплохой задел на будущее в теории. В принципе, да, то есть если у нас будет, допустим, большие проблемы, мы левелапаемся и можем ее подобрать. Я думаю, что сейчас стоит сосредоточиться на прокачке Fire Wand, Библии и рунтрасера, потому что, да, и набрать защитных предметов, канделябр, к примеру, ну, таких вспомогательных, да, итемов. Потому что, как бы, 3 пушки уже хорошо, но мы скоро перестанем вывозить по урону. В принципе, не то чтобы очень вывозим по урону, а вот уже пошли новые мобы, в которых будет все тяжелее и тяжелее. Но она не оставляет опыт. Окей, она типа раз в минуту, я так полагаю, срабатывает, но она не оставляет опыт после себя, что плохо, очень печально. У меня есть теория, что мужик с ножами, я опять забыл, как его зовут, но, наверное, он был бы прекрасен здесь, в том плане, что в один момент нам придется идти вниз и пытаться подобрать там что-то. Так, не вижу смысла брать что-то новое, нужно прокачивать то, что уже имеется, повышать урон. Вот. Как мобы выходят? Да, в принципе, они выходят со всех сторон, но они неплохо... Вот это было больно. Очень неприятно медузки бьют. У них какой-то ускоренный, что ли, тайминг, я что-то не выкупил.
грустно. Пока что я не очень понимаю, стоит ли мне идти вниз и какую-то херню делаю, если быть честным, да? Ладно. В принципе, посмотрели арку. Давайте посмотрим Матрачо. Может быть, он покажет нам себя во всей красе. Вот. Окей. А как это? Что это? Ну, то есть она как бумеранг. Очень интересно. Очень-очень интересно. Нужно как-то запустить его внутрь. Возьмем чесночок. Будем подъедать вот эти пачки чесночком потихоньку. Вот так вот кругами. Набирать опыт. Ага. Ну, я думаю, что возьмем чарующий жезл. Хочется, опять же, мы узнали, что есть какие-то моменты эволюции у предметов, да, в наших предыдущей серии. И вот мне интересно, как эти предметы будут эволюционировать. Очень грустно, что я подобрал, но так как в планах сейчас держать путь вперед и сугубо вперед, я думаю, что отчасти это плюс. Хочется улучшить чеснок, но магнитосфера. Наверное, сейчас я хочу магнитосферу и крылья. Почему я хочу магнитосферу и крылья, спросишь ты меня? Потому что, в принципе, мы прокачали реген вроде как неплохой. Вроде как прям хороший. Да, и теперь скорость, наверное, была бы поприятнее, чтобы выходить из каких-то ситуаций достаточно вязких, да? Так, продлевает эффект на 2 секунды, увеличивает размер. Мне кажется, это хорошая вещь, но хотелось бы взять полное сердце, наверное. Полое, вернее. На 8% увеличить experience, мне кажется, такое себе. Я бы хотел попробовать взять удачу. Почему? Хотел бы попробовать взять удачу, потому что мне кажется, что под удачей подразумевается вероятность выпадения зеленых сфер опыта, самоцветов опыта, не знаю, как это правильно описать, из мобов. То есть, что и... Вот, клевер, собственно. Блин, а тут и лавр тебе, и Библия. Все так красиво. Нет, берем клевер, будем тестировать клевер. Потому что чисто теоретически клевер даст нам возможность неплохо, ну, лучше прокачиваться. В таком случае, в теории, да, как бы, опять же, очень интересная игра в плане построения билдов. Вроде простенькая, вроде не так уж и много возможностей, но это на старте, да, они как бы по мере игры их количество увеличивается. Но вот касательно комбинаций хочется очень поинтересоваться, да, как это все будет работать. Увеличивает шанс весенний еще на 10%. Нет, я думаю, что стоит сейчас позаботиться об уроне, потому что как бы с экспириенсом пока что вроде все неплохо, но даже если и плохо, то ничего мы с этим особо сейчас не поделаем. Почему? Потому что много мобов, надо их посрезать, срезать их нечем. Копится большая пачка, это плохо. Плохо, что копится. Ой, медузки пошли на расширение. Вот, короче, вот так вот и оставайтесь там. Кость как-то мало урона, по-моему, носит. Сколько она носит урона? Тут, чтобы понять вообще, как она вылетает. 9, да, я увидел там хит на 9 урона. Ну да, ну такое на самом деле. У него каждый 20 уровень увеличивается количество снарядов, да. То есть в теории, наверное, ну, стоило брать на него Библию. Стоит взять в будущем. Я тоже думаю на него Библию. Потому что
Ну, 5 Библий лучше, чем 4 Библии в любом случае. По-моему, в один момент они вообще начинают крутиться прям бесконечно. Вот Библия. Вопрос, выживем ли мы, конечно, до того момента, да, когда у нас все это начнет работать, но тоже совсем другой вопрос, да, так сказать. Их как-то очень много, и они прям постоянно новые спавнятся. Нужно... Я вот думаю, есть ли смысл пытаться их закружить сейчас, эту пачку? Потому что что-то мне подсказывает, что когда они уходят далеко за край экрана от меня, то они респавнятся с другой стороны. Они такие, да, смотри, ну вот пачка, которая шла за мной, стала явно в разы меньше. И вот этот вот мужик с синим ореолом, все это похоже на Минотавра, оно исчезло. Поэтому явно они появляются по новой, да, как бы, они диспавнятся за экраном с той стороны и появляются с какой-нибудь другой стороны. Увеличить чеснок или Библию Короля прокачать? Или магнитосферу? Наверное, я хочу магнитосферу в моей текущей ситуации, потому что, ну, как бы, я не... Чеснок уничтожает снаряды. Ой, я как-то опростоволосился немножечко. Чеснок уничтожает снаряды змей. Это круто. Теперь мы это знаем. Хочется убить его, но нету урона. Прям нету урона. Нужно что-то делать с экспириенсом, с количеством экспириенса. Нам его очень сильно не хватает. Чеснок уничтожает... Да, чеснок уничтожает снаряд. Посмотри! Господи. Что я творю? Так, окей. Предположим, что в билде для вот этого вот молочного завода чеснок неотъемлемая часть, скажем так, потому что от случайных каких-то наступаний на эти ловушки ты не обезопасишься, мне кажется, да, в любом случае, ну там 1-2 да проскочат за все время игры. Блин, нужен урон, очень мало урона, нужен опыт для этого нужен опыт, для этого куда бы нам вкидываться, если вот пойдет, да, дело. Если дело пойдет на то, что нам нужно вкидываться, наверное, брать второй проджектайл книги. Но это не точно. Так как не точно. Вот, мне сейчас нравится, что спавнятся вот эти ребятки, которым нравится одного удара, с одной стороны. С другой стороны, так, на привидении мы неплохо шотаем. В принципе, что-то с них пособирали. 10 уровень, блин, вот. Конечно, с одной стороны, его способность звучит имбалансно, что каждый 20 уровень выпускает +1 снаряд. А давай! Я думаю, что это хорошо. У нее небольшой урон. Я вот сейчас что-то не очень понял, что происходит. А почему я 2 заспавнил? Это просто от времени. Просто от времени. 228 денег. Прокачать мы сейчас ничего не можем. Давайте попробуем за арку. Потому что у него хороший предмет, да, изначально на урон. Попробуем за арку найти что-нибудь на урон в будущем. Увидел зеленую штучку, взял. Давайте сейчас, вот, не хочу ничего из того, что там было, брать. Возьму огненный жезл, качаю, усилию еще больше. Грустно, что с них не с каждого падает опыт. На самом деле, мне кажется, что, возможно, клевер повлияет еще и на вероятность падения опыта вот с этих ребят. Ну, должен, по крайней мере, по ощущениям. По ощущениям, как будто должен. Конечно, он ничего никому не должен, но по ощущениям мне должен. Так. Давай, я в тебя верю. Ладно. Блин, пентаграмма звучит круто.
Но хочу ли я пентаграмму сейчас? Я хочу, наверное, копье времени, раз уж на то пошло, чтобы... потому что у меня нету ничего такого прям интересного массового. Вот оно куда бьет? Оно бьет в сторону случайных врагов, окей. И я было подумал, что он бьет как бы в том направлении, куда я смотрю, но по факту бьет в сторону случайных врагов. Вот сейчас очень хочется получить чеснок, хотя, судя по его одеянию, он как бы вампир, и что-то мне подсказывает, что есть персонажи, для которых определенные предметы заблокированы как таковые. Да, есть у меня такое ощущение. Не знаю почему. Но просто потому что, не знаю, может там просто шансы выпадения меньше, но я как бы не встречал. Топор. Топор очень круто звучит и работает. И если топор удастся прокачать, а я уже не помню с чем, канделябр, по-моему, канделябр, да? По-моему, канделябр прокачивает топор. Мы однозначно в любом случае, наверное, хотим канделябр, потому что канделябр сам по себе очень хороший предмет. И прокачанный топор прям must have. Он прям делает очень грязно. Да. Давайте все-таки постараемся, попробуем, я не знаю, не идти туда, да, не поддаваться соблазну зеленой стрелочки. Я просто не очень понимаю, куда она ведет и зачем она вообще нужна. Да, и на фоне, кстати, того, что я увидел в прошлой серии, да, когда мы играли за... Не помню. Ну вот, в общем, за мужика, у которого на старте склянка со святой водой, что в конце к нам пришла смерть, когда игра поняла, что не может нас убить. О, чеснок, прекрасно. Может ему выпасть чеснок, и прям хорошо это прям отлично. Это мы прям сейчас хорошо поэкспимся. Ну, должны, по крайней мере. Главное, да, главное обращать внимание на зелененьких ребятушек, потому что они не умирают с одного этого. Так, окей. Два топора больше, чем один топор. Ой-ой-ой, что-то куда-то я забрел, так неудачно. Так, в принципе, регенерация имеется на борту. Я думаю, что можем... Мне не нравится, что происходит с этими медузами. Мне нравится, как на них реагирует копье. И как они реагируют на копье. Магнитосфера! А так хочется ее взять. И такой я жадный. Какой же я все-таки жадный. Но как-то завод пока не очень дается. Давайте попробуем сходить за Мартачо. Да, Мартачо. В Безумный лес. Посмотрим, что там может показать этот персонаж, собственно, в первой локации. Ну что это было такое? Вот как понять туда? Оно летит, мне кажется, абсолютно случайно. Ну, в сторону случайного противника, да? Ой, хорошо. Так вот. Лавр. Наверное, я хочу лавр. Нет, я хочу крест просто потому что я не знаю, когда мне упадет. Я думал, у него более приятный урон на самом деле. 9. Ну, хорошо. Ну вот таких вот проджектайлов хочется, потому что, конечно, его костяшка летит приятно, но... Давайте попробуем кольцо молнии. А что если я был предвзят все это время к кольцу молнии? И на самом деле это очень хороший предмет. И на самом деле он бьет не рандомно. Нет, он бьет рандомно. Тут сейчас сложно определить. У меня есть еще теория, может быть, оно бьет с самого... Нет, оно бьет просто рандомно. Перед лицом ли? Да, не важно в какой стороне, но просто атакует случайного врага, прям совсем случайного и прям совсем непредсказуемо. Окей, все, так, по уже, так сказать, отработанной нами тактике мы сейчас выкачиваем 3 имеющиеся у нас артефакта. Это костяшка. Повышаем число костяшек, возможно, получится что-то интересное. Это, собственно, крест. Крест, чтобы он летал, чтобы он много бил. И кольцо молнии.
посмотрим вообще, что он из себя представляет с уровнями прокачки, потому что как-то вот оно появилось, открылось, я его взял, и как-то оно меня не то чтобы очень сильно заинтересовало. Взять больше регенерации, может быть, стоит. Наверное, хочется взять бычье сердце. Но больше хочется взять сейчас крест, чтобы при встрече с богомолами показывать богомолам, кто тут, собственно, богомол. Толком нету каких-то сильно отбрасывающих, хотя вроде у Кости неплохое отбрасывание срабатывает, да и бумеранга тоже. Не такое приятное, как у Библии Короля прокачанной, потому что она просто в круговую атаку приходит. Ой-ой-ой. Да, пускается в круговую атаку и очень-очень много прям срывает вещей. Берем магнитосферу. Магнитосфера нам нужна. Возможно, стоит взять броню. Возможно. Я не отрицаю момента того, что, может быть, нам стоит взять броню. Так, нужно потихоньку закружить ребятушек. Что, может быть, ну, как бы, не одним регеном будем едины, количеством здоровья, а время делать качественный контент. Время брать много экспириенса, повышать отталкивающие приколы, подбирать красную сферу опыта. Взять сейчас Библию Короля и топор. И как бы обозначить свою позицию на дальнейшее существование. Я хочу сейчас взять кость. Но что мне подсказывает, что дальше в билд я хочу себе взять Библию Короля точно за счет отталкивания. Пускай еще один снаряд, и пускай 3 косточки. Нет, возьмем 3 косточки. Да, что в будущем я точно хочу, наверное, взять Библию Короля. И не точно что-то... Ой-ой-ой. И не точно что-то еще. Ладно, не будем забегать сильно вперед, строить планы на будущее. Вдруг я вот как только что опять затыкаю и все кончится крайне плачевно. А пока что просто наворачиваем круги. Еще у меня почему-то складывается такое ощущение, возможно, у персонажей разная стартовая скорость, кстати, встроенная, да? Бычье сердце. Наверное, бычье сердце. И стараться просто меньше ошибаться, как следствие, ну, как бы не идти искать канделябры, да? Эти светильники, канделябры в библиотеке, тут какие-то кострища, не знаю, что это, постаменты с огоньком, назовем их так. Постамент с огоньком. Вот. А как бы просто чуть-чуть быть аккуратнее. Скорость увеличена на 50, размер на 2. Вот это прям хорошо звучит. Прям хорошо. 28. По-моему, у нее еще и урон растет. Хотя вроде как это не заявлялось в апгрейдах. Но, по-моему, урон у костей прям сильно растет. Я вижу какие-то хиты по 30. Наверное, хиты по 30 дает дает крест. Качаем бычье сердце, в принципе, я думаю, что дальше мы будем прокачивать магнитосферу, искать полое сердце, посмотрим, что там с броней, попробуем в удачу, возможно, скорее всего, удача также на сундуки, наверное, распространяется, и, возможно, дело не в 3-м сундуке. Возможно, изначально дело в 3-м сундуке, потому что пока что по опыту каждый 3-й сундук делает грязищу. Хочу магнитосферу. Вот. А потом, как бы не каждый 3-й. Потом такое ощущение, что это абсолютно рандомный момент. Но это не точно, опять же. Так, нужно убить богомола. Это однозначно. Мы хотим убить богомола. Любой ценой, так сказать. Убить богомола любой ценой нужно. Вот. Если мы убиваем богомола, это кольцо еще не смыкается так критично, как следующее. Вот. Но если мы убиваем богомола, мы получаем сундук
сундука получаем много приятных приятностей. Я думаю, что это то, к чему мы стремимся. В принципе, эти ребятки неплохо получают от бумерангов. Урон неплохой. Хочется побольше, потому что мы их уже не убиваем, прям убиваем. И из-за этого как-то меньше опыта пошло. Давайте возьмем опыт, так чтобы... Я думаю, полое сердце. Я думаю, мы берем вот это и возвращаемся так, чтобы не задиспавнить богомола. Потому что это, конечно, все еще теория, но теория, как мне кажется, довольно жизнеспособная. А касательно того, что он диспавнится, появляется в другом месте. Хотя, наверное, лучше бы он задиспавнился, чем ходил в окружении этих зеленых упырей. Это было бы прям поинтереснее, да, я думаю. Надо мышку убрать. Я вот сейчас задумался, что она может висеть на экране и прям рябить в глазах у некоторых. Да, поэтому хочется очень сильно... Ой-ой-ой, вот это я неплохо так наполучал. Но у нас там бычье сердце 2 штучки есть. Так, ну в теории. Если мы не сильно-то и убиваем зеленых, по идее не сильно-то исполнятся новые ребятки, да? Мышей, 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 мышей. Ой-ой-ой! Мыши подвинули, мыши подвинули. Так, 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 ищем курочку. Мыши очень неприятно сейчас подвинули. Замер. Вот к чему мы, собственно, стремимся. Попытаться убить сейчас богомола. Прямо здесь, прямо сейчас. Не получилось. Получилось! Так, нужно протиснуться туда. Да, жадно, очень жадно. Нужно закружить вот эту пачку. Еще один снаряд, прекрасно. Давай, полетели. Много костей, больше костей. Делаем красиво. Закружить эту пачку и залутать сундучок. Открываем. Вообще, судя по размерам, да, условно, вот, прокачали немножко кольцо. Что-то так, про него забыл. Ну, сейчас хочется прокачать кость. Кольцо пока что у нас идет как приятное дополнение. Я до сих пор не сильно понимаю его прям лютой полезности, потому что оно слишком случайное. Слишком случайное — это нехорошо. Слишком случайные вещи, они как бы тебе ломают все, причем оно прям очень одиночное. Хотя, возможно, вот вообще выглядит так, как будто бы оно бьет несколько целей. Но, возможно, просто там 2 снаряда эти рядом падают. Так как бы просто эти 2 молнии бьют рядом. Продлевает эффект на 2 секунды. Давай, уже 5 уровень, 6 уже уровень. Берем 7, 8 и, ну, в принципе, должно быть красиво, по идее. По идее, должно быть прям очень красиво. Не хватает нам метасферы, надо бы ее прокачать. Так, богомола первого убили. Скоро время второго богомола придет. По идее, уже вот совсем скоро. И из кольца второго богомола нужно будет выходить. Надо поискать, наверное, курицу стоит. Потому что я не очень понимаю, как без лавра... Вот, все, полетели красные мыши. Скоро будет кольцо со вторым богомолом. Это я уже запомнил. Сказать, уяснил, запомнил, уяснил. Вот. Красные летучие мыши, они впитывают как-то ультра много урона. Мне почему-то начинает казаться, на самом деле, да, что... Давай броню попробуем взять. 4-4. Все, вот так вот идем пока что 4-4. Что противники в библиотеке, они более, не знаю, у них как-то меньше здоровья, что ли. С другой стороны, там гораздо меньше простор для маневров, чем здесь, потому что, да, там нас ограничивают горизонтальные плоскости, мы как бы вот это вот ползаем вправо-влево в основном, ну, да, там можно вверх-вниз, но без такого простора, как здесь. Вот, поэтому, возможно, и вправду
тамошние ребятки, ага, вот он второй богомол, вот они цветы, все, мы вышли из окружения цветов, не хочу я с ними там оказаться, там неинтересно с ними в этом окружении цветочков, прям совсем. Кости вроде что-то бьют, что-то только что нанесло 50 единиц урона, богомол вышел за пределы, да, однозначно они телепортируются. В библиотеке, возможно, это было не так сильно заметно из-за того, что, да, у нас пока две плоскости. С другой стороны, именно поэтому, мне кажется, там удобен персонаж с ножами, потому что пропадают сзади, появляются спереди, а стреляет он ножами вперед. Неплохой итем, если не нападало прям что-то сильно круче, то мне кажется, что этот итем туда прям очень хорош. Хочется убить второго богомола, но как-то... Ой-ой-ой, 11-я минута. Как-то я пропустил момент наступления. 11-я минута, меня вязали. Надо было идти вон туда, куда вылетел бумеранг. Ну да ладно. Возможно, в будущем мы это и победим. Вот, а пока что, я думаю, мы можем прокачать что-нибудь, усилить максимальное количество здоровья. Звучит прекрасно, на самом деле. Максимальное количество здоровья. Эффекты оружия на 15% дольше. Снаряды на 10% быстрее. На 5% размер. Мне кажется, что снаряд магнит. На 25% я хочу магнит. Просто если я сейчас прокачаю магнитосферу, да, 50%, потом я смогу ее, наверное, и не брать. Ну да ладно. В общем, сегодня на этом все, дорогие зрители. В описании есть много ссылочек, можете их покликать, там поподписываться, все это дело. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, обязательно комментировать ролики, писать ваши предложения по билдам, писать спойлеры о том, что там за зеленая стрелочка, зачем я вообще к ней шел и куда она ведет. Вот. И в следующей серии, я думаю, мы попробуем с вами туда дойти. Вот. А тем временем удачи и до новых встреч.